А цветение моих орхидей, даже в августе еще цветут орхидеи, даже доращивают бутоны, я показываю в телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. YouTube действительно сейчас очень медленно работает. Уступи место старшим. Иди. Разрешаю, иди на стол. Семочка, заходи. Скорей ко мне. Сем, иди сюда. Ко мне. Давай, туда. Вот туда, 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 туда. Молодец. И ложись. Ложись. У нас сегодня пересадка орхидеи с красивым названием. Со страшным названием, не с красивым. Ну, кому как. Да, кто-то же написал, что почему так назвали такую красивую орхидею. А название у нее анаконда. Молодец. Хорошо, молодец. Добрый день, друзья. Действительно, я сегодня хочу пересадить орхидею анаконда. Эта орхидея была приобретена на выставке, на православной выставке, которая проходила в Ростове-на-Дону в январе этого года. И к нам приезжала Александра Красина. Я приобрела 2 орхидеи, и вот теперь пересадка уже второй орхидеи. Причем эта пересадка, вот видите, сейчас август, а приобретена в январе. То есть сколько же орхидея провела в маховом стакане. Я вам показывала эту орхидею, когда переставляла из покупного горшка, рассказывала, почему он называется 2,5 дюйма, какого размера там орхидея. Я это все рассказала в видео, когда показывала первый раз вам эту орхидею. Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. И в том видео можно посмотреть, что у орхидеи всего 1 корень. Я ее доставала из этого пластикового стакана, переставляла в горшок. Там очень наглядно видно, что у орхидеи всего 1 корень. И, конечно же, очень хорошо, когда мы приобретаем азиатские орхидеи, и у них очень сухой мох. Это идеально. Но не всегда так бывает. Бывает, что или нам прислали орхидею, или мы сами ее где-то купили на какой-то выставке, а мох в горшке, он очень влажный. И корни, видимые корни, все гнилые, как нам кажется. Но вот когда я показывала вам эту орхидею, мы с вами вместе на видео увидели, что у орхидеи всего есть 1 живой корень. И самая большая, я считаю, это мое мнение, ошибка, когда вы только ее купили, не дали ей адаптироваться дома, сразу вычистили этот весь мох, пересадили в новый, а корней-то там и нет. Вот вам показалось, что все корни гнилые, и вы решили, что нужно сразу пересаживать. Я считаю это ошибкой. Вот сейчас я, конечно, достану при пересадке, но я вам просто покажу. Смотрите, сколько корней непересаженная орхидея нарастила за это время. И вот еще растет корень. Вот он. А вот это крошечная зеленая бусинка, ну даже не бусинка, она такая остренькая, это цветонос. Я не знаю, дам ли я возможность цвести этой орхидеи. Может быть, при пересадке она перестанет растить цветонос, потому что пересадка – это некий стресс. Он может быть большим для орхидеи. Может быть, она этот стресс перенесет незаметно для себя. Но если цветонос дальше расти не будет, так тому и быть. Вот теперь я достаю орхидею и показываю вам, как орхидеи без пересадки чудесно наращивают корни в
мху, в котором они и росли. Вот сейчас я убираю этот старый мох, который я просто распушила еще в январе. И мы можем увидеть, что орхидея растет корни прекрасно. Так что если вы приобрели орхидею, и она у вас находится в мокром, влажном мху, сначала нужно его просушить, но при этом не ставить на батарею, просто поставить в светлое место, и мох просохнет. И не нужно ставить ни батареи. Мне кто-то написал, поставила орхидею на грелку, но это вообще сразу же сгниют все корни. Просто вот поставьте ее, пусть стоит, светло, тепло, мох просохнет. Есть свет, значит, листья будут испарять влагу. Очень быстро просохнет орхидея. Они не то что будут испарять влагу, они будут добывать эту влагу из мха. Вот какие есть корни, теми и будут добывать. Есть гнилые корни, значит, там остаются тяжи. Вот сейчас я вот покажу вам. Вот гнилой корень. Они тоже есть. И вот если я сниму этот гнилой веламин, там окажется тяж. И тяж тоже работает медленнее, чем корень с веламином, но работает. И орхидея сама разберется, без вашего вмешательства, нужно ли ей растить новые корни, и решит, что нужно, и будет их растить. А вот сейчас, когда у нее достаточное количество корней, причем в основном корни растущие, вот этот молодой корень, вот смотрите, как раз растет от старого корня. А это молодые, тоже растущие корни. Но так как она выпускает цветонос, она начинает закукливать корни. У меня чаще всего так и получается с орхидеями. Ну, закуклит корни, ничего страшного. Она просто все свои ресурсы направляет в цветение. И как только закончится цветение или к концу цветения, орхидея опять будет растить и листья, и корни. Так что не следует сразу разбирать орхидеи, потому что чаще всего на эти вопросы я и отвечаю ВКонтакте. Кстати, ссылка на плейлист «Уход за орхидеями». Там первые 4 или 5 видео посвящены именно этой теме. Тем более, что если у вас нет большого опыта, никогда не пугайтесь гнилых корней. Ну вот видите, ничего не было, и вот сколько корней. Орхидея может в таком мху провести даже больше года. Ничего страшного в этом нет. Она прекрасно будет растить корни. А вот когда есть корни, вот тогда мы и пересаживаем орхидею. Это мое мнение, мое личное мнение, но это вывод из моего опыта более 20 лет. Нужно промывать эти корни? Нет, можно не промывать. Вот после мха я не часто промываю корни. Они влажные, потому что мох долго остается влажным. Он вбирает в себя очень большое количество воды и передает ее корням. Хотела показать вам ризоиды. Еще часто пишут, появилась плесень на кончиках корней орхидей. Смотрите, вот здесь, наверное, будет видно, вот на самом кончике, вот эти малюсенькие ворсиночки. Да, ворсиночки, которые называются ризоидами, это вообще идеальный вариант, когда орхидея выращивает эти ризоиды. Она ими цепляется, прикрепляется. Ну и, конечно, они все равно тоже впитывают большее количество влаги. Так что это очень хорошо. Это никакая не плесень. Так, как посадим орхидею? Горшок всегда подбирается по размеру корней. И вот посадка в горшок 1,6 литра, объем 1,6 литра, это посадка на 2 года.
Если орхидея принимает посадку, ну, бывают, когда пересадила, орхидея очень долго болеет после пересадки, не растет, не растут листья, не растут корни, тогда, может быть, и больше времени потребуется. А если орхидея сразу же принимает посадку и начинает активно расти, то через 2 года, конечно, и корни, и листья вырастут из этого горшка. И как только орхидея перерастет свой детский возраст в этом горшке, ее опять же можно таким же образом с растущими корнями пересадить в новый грунт. Грунт будет смешанный, кора с керамзитом. Это очень оправданно для этих орхидей. Вот влагоемкий грунт, еще раз показываю. Влагоемкий мох. Орхидея привыкла к такой посадке, к влажной посадке. Поэтому в керамзиты сажать нельзя. Лучше посадить в смешанный грунт. Причем для азиатских орхидей можно взять больше коры, чем керамзита. Смотрите, у меня здесь больше коры. И желательно, чтобы кора была влагоемкая. Не всегда так получается. Когда покупаем кору, мы не знаем, насколько она будет влагоемкой. Но если вы покупаете кору у одного и того же производителя, вы уже понимаете, какой влагоемкости кора. Если покупаете первый раз, вы никогда не узнаете. И чаще всего новая свежая кора, она не сильно влагоемкая. Но вот у меня здесь есть кора пинии и кора сосны. Неважно, какая кора. Вообще не важно. В коре всегда бывают грибные комарики. И вот он летает. Грибного комарика, конечно, лучше всего уничтожить. Где он? Летает еще? Летает. А что ж такое? О грибных комариках есть видео на канале. Могу оставить ссылку в правом верхнем углу экрана. Сам грибной комарик, который здесь летал, он не вредит орхидее. А вот если он попадает в грунт и откладывает яйца, и появляются из этих яиц личинки, личинки очень любят грызть корни. Поэтому посмотрите видео, если видите таких маленьких грибных комариков, обязательно обрабатывайте грунт. Не орхидею, а грунт. Но я там подробно рассказываю. Пройдите по ссылке и посмотрите. Так, насыпаем грунт. Что, успокоились? Что-то у нас Ричи стал совсем смелый. Рич даже не реагирует. На всех обиделся. Обиделся, прогнал всех котов. На всех обиделся. И на всех обиделся. Посадка совсем несложная. Все всегда легко и просто. Если получается закрыть все корни грунтом, я закрываю. Если нет, то какая-то часть корней остается сверху грунта, ничего страшного. Главное, чтобы к основанию орхидеи был доступ воздуха, для того, чтобы не загнивала шея орхидеи. Но поливать, как всегда. Вот в этом случае уже будет полив по мере того, как просыхают корни. Видно мне корни или нет в посадке? Ну, вот небольшое количество корней я вижу. Ну, так как сейчас вы видели, что и корни были влажные, и кора у меня тоже немного влажная, я ее опрыскивала перед посадкой, я оставлю в покое орхидею дней на 7. Даже если я где-то при посадке повредила корень, и есть ранка на корнях,
то за эти 7 дней орхидея прекрасно справится с этими ранками, все их залечит, и можно будет, не боясь поливать орхидею, что она может получить заражение какими-нибудь болезнями, и какая-нибудь патогенная микрофлора проникнет в эти рамки. Не забудь поставить бирку, что это анаконда, и будем ждать ее цветения. У анаконды бывает 3 разных цветения. Если цветонос будет развиваться, я его оставлю, и мы увидим, какое из 3 цветений будет у этой орхидеи. Время покажет. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.